В общем, всем привет! Мы приехали в Иосифо-Волоцкий монастырь в деревне Теряево. Вот так вот тут красиво. Реставрируют вход, правда. Хотела заснять вам вход. В тот раз мы были, тут все было открыто. Ну так. Такие вот ворота. Реставрируют тут. Смотри, каменный фундамент, да? Фундамент, говорю, каменный. Старый. Ворота такие. И у всех связка вон металлическая. Петли какие. Так, где тут мы? Вход. Вход вот он, да? Да, вход. Ну-ка. Митрополит Волоколамский Юрьевский. Только где он похоронен? Прям тут, что ли? Тоже в зданиях, в окнах решетки. Спрашивается, для чего они. Там даже сохранились, смотрите, наверху рисунки, фрески. Почти ничего не сохранилось, да, смотри. Классно. А тут закрасили. Вместо того, чтобы установить, решили все закрасить. Вот дверь какая. Обалдеть. Мощная. Очень классно. Смотрите, даже сохранены старые плитка, кирпичиками выложенная брусчатка. Колокольня с храмом в честь иконы Матери Божией Смоленской, построен в 10-е годы 16 века. Так. Все армировано. Смотрите, какие стены толстенные. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кирпичей где-то.
Там вот ходы какие-то получаются у нас. Все армированное. Вы думаете, это для укрепления? Я сомневаюсь. Вот поближе вы разглядеть, что нарисовано на вот этих вот штуках. Вижу птички. Птички что-то же они значат, правильно? Ладно, идем дальше. Смотрите, какая мощь. Обалдеть. Обалдеть. Решетки. Вот смотри, вот я тебе о чем говорила. Смотри, 3-й этаж. Решетки. Вот зачем они? Есть варианты? Ты думаешь, туда кто-нибудь залезет? Ну вот как? Это все бред. Никак ты туда не заберешься. Если только с лестницы, а какой смысл? Такое маленькое окошко. Металлический вон в фрамуге. На самом верхнем тоже этаже. Давайте тут посмотрим, что у нас. Так, ну вот смотрите, памятники, да, у нас? Памятник, да, вроде? Мало видно, кому он написан, но снизу царапано прям Иванов ВН или ВВ. Неужели, если могли сделать такой памятник, не могли сделать нормальную гравировку? И тут под сим камнем погребено тело раба Божьего Иосифа монастыря Джи Еромонаха Гедеона. Жития его было 78 лет и 10 месяцев. Скончался 14 февраля 1860 какого-то там года. Супругу, дети, поженившись, супруга поступила в Иосиф монастырь. И вот еще у нас Архипов, почему-то кверх ногами. Почему кверх ногами царапан? И здесь мотор непонятно что. Киевский купец. Я так понимаю, это верх, это низ. Странные вещи, смотри. Тут красиво написано, а там, смотри, выцарпано. Вот гранитные блоки, как их сюда притащили вообще. Родившийся 1880 какого-то года. Вот тут бы прочитать что. Но тут уже совсем старый. Блин, занесло меня. По стене бы по той пройти, да? Классно было бы. Тоже интересный, смотри, памятник. Дофига таких. И в Москве тоже как колонна и обрублены. Как будто это что-то было, а потом сломали и из этого обломка сделали памятник. О, а вон там интересные вообще вещи. Вот тоже интересно. Вот как вот в этом камне сделали такие дырки. Там еще металл. Вот это все оборудовали. Интересно. Очень даже интересно. Ну, вообще интересен вон тот. Вы видели такое? Череп с костями. Это вообще жесть. Это вон славянские. Не смогу подойти. Вот тоже старинный. Тут, видать, что-то стояло. Тут ничего нет. Сейчас покажу интересный. Вот она, интересная колонна у нас. Вот это вот.
Очень даже интересная. Нет, это похоже на литье. Тут дырки были. Тут была табличка. Сейчас ее нет. Вот и думайте. У меня руки уже вот такие красные. Нас снимает тоже камеры. Пойдем смотреть хлеб. О, руки красные. Ой, как вкусно пахнет. О, смотрите. Хлеб тут можно купить такой, да? Видите, какое помещение крутое. Взяли мы булочки. Вон. Не знаю, попробуем. Вкусные? Нет, ну 100 рублей булка и 100 рублей вот этот черненький хлебушек или ржаной, или какой он там. Так что вот так. Ну, тяжеленький. Так, вот, смотрите. Дуб, посаженный митрополитом Питимо. Да и что же я так читаю-то? Питиримом Нечаевым в 2000 году. Вот я тоже возле дома у себя на даче дуб посадила. Пунктик у меня такой. Мечтаю. Сколько, 20 лет уже. Ну да. А у нас еще маленький. Так, а вот это вот, наверное, трапезная. Вон там трапезная. Тут у них теплица, они летом сажают, там овощи свои выращивают. Тоже, вон, видите, раньше были входы, сейчас все заложили. Такие же вот арочки были. Для чего они нужны? А? Да, там мы не пройдем. В башню, наверное, зайти нельзя. Колокола. Пойдем туда. Вон тоже интересные кресты. Знаете, да, что самая лучшая антенна — это крест. Я ни на что не намекаю. Я так просто говорю. Ой, смотрите, там у них люстра какая на первом этаже. В окошко сейчас будет видно. На первом. Вон она. Классная. Ничего себе живут монахи. Мне интересно было бы туда зайти, конечно. Музей Библии. Подожди, а где музей Библии? Как мы его прошли? Может быть, он там? Пойдем дойдем. Пойдемте, дойдемте, если что, зайдем. Так, вот, мы не дошли, в общем. Вот он, оказывается, музей Библии. Киса тут. А мы решили сюда не идти, а он тут и оказался. А он, наверное, закрыт. Ой, сколько кошечек! Убедительную просьбу кошек в музей не пускать. Так, музей Библии. Ну-ка, дерни. Да? Пойдем. Заходи быстрее, кошки. 100 рублей. Ну давай сходим. Что там есть? Не знаю. Или да я схожу одна. А ты тут постой. А я тебе на видео потом все покажу. Короче, мы идем. А чё, к кому обращаться-то? Во, сюда, Дим. Дим. Подскажите, пожалуйста, а музей сюда платить? Ага. Дим.
Короче, рассказываем историю. Не хотели, конечно, мы так делать. Но у нас не оказалось с собой денег. Ну, в общем, мы бесплатно прошли. На самом деле ничего особо интересного там нет для нас. Да и не объединяет. У них тут и так, они тут все олигархи. А мы вон последнюю булку без соли доедаем. Так что ладно, пойдем мы дальше. Вот, тоже вход. 33 двери. Спрашивается, зачем? А, нет, вот трапезная ты. Ёлы-палы. Построена в 1500-х годах. Вон дверь какая. 33 двери. Для чего? А вон в том здании, в том желтеньком продают иконы и все вот это вот оборудование. Мы идем уже на выход. Такой вот краткий небольшой обзор. Кстати, вон платки, по-моему, можно взять для девушек, у кого нету с собой. Там информация про экскурсию, про все вот эти вот дела. Ага, вот там вот я хотела посмотреть. У нас чайная. Так, это певческий корпус 1800 какого-то года. Ну там у них свое оборудование. Вот лавка церковная. Как бы, конечно, пройти бы наверх туда. Вы посмотрите, там какая красота. Вон наверху башни тоже сделаны красивые эмалированные рисунки зелененькие. Очень классно. И смотрите, наверху башни изначально не было креста. Там вот такая вот штучка. Забыл, как она называется. А уже сверху прикреплен крест. И видно, что даже дизайн-то у нее не такой. То есть он не подходит. Очень интересно. Смотрите, сколько камней. Тут можно попить чай, я так понимаю. Очень классно. А тут, наверное, зелененький закрашенный он вторым нижним ярусом. Блин, обалдеть, а. Интересно сделано. Ты посмотри, как мощные какие кованые. И стоит на камнях, смотри, на каких. Еще и ровные. Так и засовывают. Обалдеть. Тут, вероятно, какие-то картиночки были. Тут это такой-то у нас памятник имеется. Сейчас посмотрим, кому он. Так. Святой преподобный Иосиф Волоцкий. А, вот как раз в честь кого у нас монастырь. Вот в честь него. Тут памятник павшим, по-моему, в Великой Отечественной войне, да. Вот он. А здесь вот решила пройти сейчас чуть-чуть вдоль стены. Смотрите, какие кругленькие окошки. Тоже непонятно для чего. Маленькие больнички тут. Это интересно. Так. Памятная доска установленного года. Празднует 200-летие Победы России в Отечественной войне 1812 года. Вот такая вот башня. Хотелось мне к ней подойти. Очень классно. Посмотрите. Какие детали. Обалденно. Очень красиво. Тут пруд. Очень классно.
Наверху тоже были створки, вон видно. В общем, как-то так.